Всем привет! Нахожусь в аэропорту Буэнос-Айреса, аэропорт министра Пистарини. Самого министр такой себе аэропорт увалил и теперь такой бабки зарабатывает. Первое наше путешествие по Аргентине и, возможно, последнее место, которое я очень хотел, это водопады Игуасу. Внимание, внимание, вас приветствует капитан корабля. 2 часа полета, и мы прилетаем в Пуэрто-Игуасу. Пуэрто-Игуасу. Вышли, сразу на нас накинулись таксисты, но какой-то там адский ценник, что-то написано там 32-35 тысяч песо, что-то это, короче, какой-то космос. Я быстро написал в чат GPT, он говорит, прыгай в автобус Рио, Уругвай. И вот мы, короче, прыгнули в этот автобус, но заплатили тоже на троих нехило, 27 тысяч песо. Едем, походу, до автовокзала едем, там будем выходить и как-то добираться до отеля. Ну все, тронулись, жара капец. Ну что, отель наш оказался раньше, чем этот автовокзал. И я все это заприметил, все понял. Исправил чат GPT, теперь мы как хулиганы перебегаем дорогу. Хопа! Bienvenidos, что значит добро пожаловать. Вот здесь я бронировал номера. Так, друзья, расклад такой. Кинули, в общем, шмотки в отеле 11:00. У нас заселение с 13, ну, надеюсь, это будет без доплаты. Заселили нас вообще, по фотографиям, не такой номер, я вообще такую одну комнату брал, а у нас такой целый бунгало, ну покажу чуть позже, такой прикольный. Информация такая, что Uber здесь не ездит, но на самом деле ездит. Приехали мы в центр этого городка, в обменник, потому что на водопадах Игуасу, сказали в парке, может сработать карта, а может не сработать. Приехали, разменяли сотку в обменнике, не самый лучший курс, но много не потеряли. Так, далее опять вызвал я Uber, и сейчас поедем в парк Игуасу. Цены на Uber еще более-менее, потому что так таксисты здесь дерут просто 3 шкуры, 5 шкур. Вот приходит сообщение от водителя, если вас спросят, не говорите ни в коем случае, что это Uber, типа у них такая договоренность, видимо, не брать типа Uber, потому что Uber с цены сбивает. Я и так никому ничего не отвечу, потому что я не знаю испанского. Ха-ха. Вообще здесь очень прикольно, мне очень нравится, как всегда, маленькие такие вот городочки. От них я кайфую. Всегда кажется, блин, я бы сюда приехал бы жить. Вообще просто кайфово. Возможно, бы даже организовал свои какие-то туры. Авторский тур от Романа Бабаяна. И возил бы экскурсии. Так, ну мы купили 3 билета. Отдали, считай, 100 баксов. Короче, сотку, которую поменяли, 140 тысяч нам дали песо. И вот мы 135 здесь всадили, взяли билеты. И что туда входит в эти билеты? Короче, вот за 45 тысяч один. Не знаю, что там видно, что не видно. Короче, все это входит. Полный комплект, full house. Идем. Купили 2 бутылочки воды тоже за какие-то космические бабки. Смотрим карту, Катя, смотри, запоминай. Ну, мы зашли в сам центральный парк Игуасу. Пока ехали сюда на такси, проезжаем, как сказать, такую лесополосу по бокам, ну все, джунгли, прям заросли конкретнейшие. И такие знаки постоянно. То какой-то ягуар, то какая-то пантера, типа осторожно, осторожно, такие dangerous. Поговорил с таксистом, и он вот перечислил, кого он как перечислил? Ягуар, пума, да, обезьяна, змеи, шикарно. Посмотрите, а как здесь не водиться, да, братьям нашим с острыми зубами. Здесь должен быть поезд, и мы должны на поезде отправиться по этому парку. Как всегда, не без напрягающих моментов. Ну, нам сказали, что нам надо какой-то другой билет на поезд. Но у нас самые полные, что ни на есть билеты, куда точно входит поезд. Ну, сходили мы, получили билет реально. Там даже чел на русском языке, представляете, говорил, такой счастливый. Все спрашивают, откуда мы. Where are you from? Говорим, from Belarus. Он такой, вау, Минск, Брест. И такой, спасибо, пока, сказал нам. Хотя, чем хуже мы тоже говорим, gracias, чао. Так, ну мы снова пришли на станцию 13:00-15:00. Неужели мы будем 2 часа кататься на этом поезде? Потому что парк работает до 16, у нас мало времени, трындец, 12:30 уже. Ну нет, пообщался я с чатом GPT. Ну, не будем мы ехать 2 часа. Я так понимаю, это время, этот диапазон времени 13-15, во сколько мы можем еще приходить и садиться на этот поезд. Ехать нам, значит, 15-20 минут. Доезжаем, выходим до какой-то там станции, доезжаем, выходим и пешком километр идем до самой мощной точки, которая называется Глотка Дьявола. У нас 5-й вагон. Такой это поезд. Мини-мини поезд. Ну да, поездка на этом поезде вообще ни о чем. Ну, как говорит мой папа, лучше плохо ехать,
чем хорошо идти, или лучше медленно ехать, чем быстро идти. Какая жесть. Люди. Приехал вообще-то в природу, блин. Видели только что лемура, обезьяну, какой-то тукуман, не тукуман, а как там есть такой, такун, знаете такую птицу? Тукан, вот, точно. Также здесь крокодилы в порядке вещей валяются вот на берегу, но я ни одного пока не увидел. Где-то Егор говорит, бабочка сидит, но я не вижу. Хеликоптер. Капец, мы все идем, люди возвращаются. Ну что, как там, ребят, понравилось вам? Ну, сегодня у нас такой лайтовый день еще. А вот завтра у нас будет трешняк полнейший. Завтра мы едем в Бразилию. И там нас ждут приключения и на вертолете, и на лодке, и все дела. Здесь тоже на лодках на аргентинской стороне можно кататься. Но мы решили не кататься. Вау, просто посмотрите, что это за место. Вау! Друзья, это невероятно, это просто потрясающее место. И зачем его назвали так грубо, глотка дьявола? А не место ли это Бога? Не ручей ли это Бога, друзья? Посмотрите, какая совершенная природа. Как будто люди еще не успели все что-то построить и затоптать. Именно кусочек рая я здесь вижу. Что-то невероятное. Мы возвращаемся назад, хотим еще спуститься, там так к подножию есть одно место, и еще одна есть смотровая, другая, вот нам эти надо два места зацепить, и все, и мы готовы ехать в наш отель, купаться в бассейне, ничего не ели вообще еще сегодня, уже скоро вечер. Я впечатлен, я восхищен, это класс, я удовлетворен. Конечно, хочется, чтобы все люди исчезли, и остался только я и Катя, и Егор здесь. Ну и еще б я сюда взял, конечно, своего сына Арсения. И вот, кажется, втыкал бы 24 часа, просто бы лежал и смотрел на эту мощь воды. Это действительно завораживает, захватывает дух. И оно вот так играет, да, как будто поднимается, как будто опускается, как будто сейчас тебя заберет эта волна. Пацаны, идите сюда. Пить хотят. Не затусовались мы в этот поезд, не было в нем уже мест. К сожалению, будем мы 40 минут сейчас ждать. Но идти пешком не хочется. Когда мы ехали сюда, я видел этих бедолаг, которые пойдут там пешком. Там вообще еще и с детьми там на шее их тянут. Можно только посочувствовать, поэтому подождем 30-40 минут следующий поезд. Хоть и ждать тоже отвратно. Чисто посмотрите, один забрался, а все остальные еще стоят. Вот это я умею, да? Поезд еле катится, бывает вот так вот стоит. Ловлю на живца. Может, кто-то хочет цапнуть меня за ногу. Я так опа, словлю, как Ван Дам за душу змею. Так. Друзья, в натуре вижу пуму. Посмотрите, посмотрите. Реально пума. Ох, ну вот приехали с Игуасу. Заехали в магаз. Купили чисто попить. Магазин странный был так. Не нашли мы что купить, поесть. Поэтому вот притащились в кафеху возле магазина. Сейчас что-то покушаем. Туда-сюда и пойдем в отель. Спешусь с гидом, что на завтра, во сколько у нас трансфер. Поедем в Бразилию завтра. Ну что, заказали паришу на 4 персоны. На двоих, думаем, троем будет мало, ничего не ели вообще. На четверых, думаю, сейчас говядинки-то. Посмотрите, принесли мне килмес такой. В такой фигне, видите, чтобы соблюдался температурный режим и ни в коем случае вдруг кервеза моя не нагрелась. Смотрите, к мясу сколько соусов разных принесли. Горчичка, кетчупы разные, майонезы, хелмансы. Прикольно, никогда такого не видел. Сырный, да, острый, надеюсь, есть.
Друзья, нам приносят и приносят эту картошку. Мы уже несколько картошек съели разной формы, так, с чесночком, такая, типа как картошка была по-деревенски, такая продолговатая. Сейчас фри принесли, сейчас принесли салатик. И ожидаем мяса, а мясо наше уже готово. Поэтому, Катя, раздвигай эти тарелки, я хочу, чтобы оно было поближе ко мне. Мясо это смотрится просто шикарнейшим образом. Вот так, друзья, скажите, ну сейчас грасиас, много это или мало? Вот так вот. Сейчас будем мы это мясо поедать. Люблю я еду, конечно. Смотрите, там же угли. Это же подогреваемое мясо, друзья. Ну, а это что такое? Говно. Что это? Что это такое, интересно, да? Кишка какая-то? Привет. Креветка. Так, ну что, я ж не показал наш бунгало. Ну, посмотрите, это вот такие вот домики на территории отеля. Вообще было все у меня в букинге, все по-другому, я не знаю, надеюсь, цена останется та же, не имеют же они права поменять с букинга цену. Заплатил я $177 плюс какие-то там еще платы 35, и у меня минус 20% скидка за то, что я активный пользователь. Такая вот кухня есть, смотрите, телек, такая, в общем, прихожая, душ, все ништяк вроде. Здесь мы с Катей будем отдыхать. И еще дополнительная кроватка. Так это все выглядит. Вот так. Егор, ты переодеваешься? Я обзор номера твоего сниму. Хорошо. И у Егора вот номер. Ничего здесь нету, кроме Егора. 2 таких кровати. Тебя даже видно не было. Такой вон бунгалик. Что ты скажешь? Уютно, классно, вообще супер. Я даже не ожидала, что будет... У нас будет 2 разные комнаты, и даже будет небольшая кухня. Ты вообще ничего не ожидал, потому что ты ничего не знала, всем занимался я. Ну что, идем в бассейн? Да! О, так и списался еще с гидом, не знаю, во сколько завтра там просыпаться, во сколько завтра что. Жил бы всю жизнь так возле бассейна, да, в каком-то бунгало, да, чтобы только не работать. Вот. Здесь пацанчик, посмотри. Мы llamo Рома. ¿Inglesa? Oh, ¿habla español? Where are you from? Buenos Aires? Sí? Прикольно, что я здесь являюсь экзотикой. Я сам где-то нет внимания заостряю, ну просто вот на людей, да, что вот интересный человек, интересной внешности, да. Смотрю, вот как мы ехали вот в автобусе, мама с ребенком, ну конкретно, ну коренные индейцы такие, и он так ластится к ней, так любит эту маму. Блин, так смотрел, ну так вот даже сердце, знаешь, так ёкнуло. Интересная такая для меня сцена была вот в автобусе, когда я с Месси ехал. Короче, Катя захотела кофе, и мы такие решили из бунгало сходить сюда, в столовую, в ресторан, а здесь все ужинают. Здесь, я думал, ну, типа, как all-inclusive, все включено. И здесь столько всего, и мы не удержались. Набрали себе, короче, кофе, десертов, и такие сидим, как будто у нас тоже все включено. У нас включен только завтра. Очень вкусный десерт. Я вам скажу, вот аргентинцы в десертах шарят, да? Ты согласна, Катя? Очень вкусные десерты, безумно вкусные. И много действительно, где вареная сгущенка. Видишь, у меня здесь... Ну, вареная сгущенка, да, это их типа тоже национальная. Тоже, это их национальная. Дольче де лече называется. Вот эта вот верхушка как раз таки это дольче де лече, чисто вареная сгущенка. Блин, мне такое вообще категорически нельзя, но можно. Это тоже что-то хорошее. Я к сладкому вообще равнодушен. Но если уже взялся, то могу просто, ну, кастрюлю съесть, если это вкусно. Сегодня солнце зашло за тучи, сегодня волны бьют так больно. Я видел, как умирает надежда, я Майкл, и моя душа плачет.